Всем бз! В этом видео я расскажу, как прошел курс по геймдеву и сделал свою первую полноценную 15-минутную игру на движке Unreal Engine 5. До курса я уже занимался 3D-графикой, немного работал с Unreal, делал сцены, освещение, ассеты. Полгода работал в компании, в которой каждый день делал сценки в Unreal. Но всегда хотелось сделать что-то целостное, настоящую игру со своим геймплеем и историей. И однажды на работе предложили выбрать курс для прокачки. Я давно следил за направлением геймдева и понимал, что именно оно даст шанс научиться писать логику на блюпринтах, собрать локации от блокинга до финального вида, сделать классные синематики и боевую систему. Первый этап был про идею и структуру будущей игры. Мы начинали с мудбордов мира, прописывали сюжет, героя, механику и логику прохождения. Когда я начал первый этап предпродакшена, я понял, что это не просто придумай идею. И здесь я пошел по пути ностальгии, вдохновился одной из моих любимых игр детства, Warcraft 3. Я бы сказал, даже не просто вдохновился, я практически перенес оттуда целую историю, фанатскую интерпретацию момента побега Илидана. Только не сверху вниз, как в оригинальной РТС, а от третьего лица. Я знаю, что Илидан не сбежал сам, а ему помогли. Но историю я хотел немного поменять под себя, под свои хотелки и свои возможности. Поэтому я начал с детали, которая меня всегда смущала. Почему Илидан сидит в темнице вместе со своими легендарными клинками? Это же нелогично. Значит, глефы должны были быть отдельно, а значит, должна быть локация, откуда надо будет их забрать. И я реально надеюсь, что однажды Blizzard сделают похожую игру официально. Но пока они этого не сделали, я делаю свою фанатскую версию. Эта концепция придала проекту смысл, а мне огромную мотивацию. Это не просто задание с курса, это моя маленькая мечта, которую я начал маленькими шагами воплощать. Сначала моя идея была, честно, раза в 2 больше. Хотел сделать несколько больших уровней, но после первых отзывов куратора понял, что просто не уложусь в сроки. Пришлось урезать проект. И честно, это было правильное решение. Даже в таком формате, совмещая с работой, времени едва хватало. После проработки идеи мы делали блокинг, серую версию уровня. Это когда ты собираешь мир из кубов и впервые видишь, как все работает. Дальше следовал фидбэк, и после него я уже уменьшил первую локацию и арену с боссом, сделал пространство компактнее и плотнее по геймплею. На этом этапе я вдохновлялся игрой God of War, я взял левел дизайн и геймплей, даже специально прошел God of War во время курса, чтобы понять, как все ощущается в игре. Второй этап длился 3 недели и состоял из 3 подэтапов. Именно тут и началась настоящая разработка. Мы создали механику передвижения персонажа, боевую систему, врагов, жизни, импакт, камеру и звук. Каждый подэтап проверяли. Чем быстрее справлялся, тем больше времени оставалось на собственные идеи. В концепте я прописывал механику дания оружия, как в God of War, чтобы оно возвращалось и наносило урон. Но реализовать ее в этот момент я не успел, поэтому расскажу о ней чуть позже, так как написал эту механику почти в самом конце курса. Под конец второго этапа я уже уверенно чувствовал себя в блюпринтах и даже начал создавать свои мелкие механики. К примеру, сундук с хилкой, или подбор оружия, который спавнил врагов, или рычаг, который открывал путь дальше. Хотя все эти механики используют одну базовую структуру взаимодействия игрока с объектом, но к концу этапа я уже начал их расширять и переписывать под свои задачи. Этот этап, пожалуй, самый интересный, много логики, тестов и багов. И именно тогда я понял, что не зря пошел на курс, так как механики лично для меня очень интересно было писать в Unreal Engine. После появления первых врагов, боевки и интерактивных объектов настало время тестов. Я искал людей среди друзей и среди подписчиков в моем телеграм-канале, так что заходите, подписывайтесь, ссылка в описании. Это очень полезный этап, когда видишь, как другие играют в то, что ты сделал. Начинаешь понимать, где действительно интересно, а где скучно. Люди нашли баги, про которые я не догадывался. Где-то враг застревал, где-то игрок мог выйти за карту. Так что если делаешь свою игру, обязательно устраивай плей-тесты. Третий этап — это уже финальный визуал и кат-сцены. По урокам нужно было сделать 3 кат-сцены. Одну полноценную с анимацией, камерой и монтажом, и 2 геймплейные кат-сцены. Это когда камера фокусируется на объекте, но игрок остается в управлении. Или у меня еще есть механика QTE, где нужно нажимать кнопку, чтобы открыть проход дальше. Прежде чем делать полноценный синематик, я собрал референсы, вдохновлялся игрой Darksiders 2 и Warcraft Reforged. Осмотрел, как ставится камера, как подается движение и где делать акценты. Создание кат-сцены заняло
около недели. Следующий большой этап, который занял около 2-3 месяцев, это создание визуала в локациях. Сначала мы расставляли крупные формы, это скалы, колонны, стены, затем средние объекты, уголки, чтобы не было швов, ящики, камни. Уже под конец мелкие детали, траву, грязь, декали. Это текстуры, которые накладываются на объект с альфа-каналом. Мы добавляли финальные ассеты, настраивали свет, материалы и атмосферу. Каждую неделю нужно было показывать прогресс и получать фидбэк. Иногда казалось, что проект бесконечен, но с каждым разом локация выглядела все лучше и лучше. И тут реально понимаешь, как много работы стоит за каждой локацией в каждой игре. И, наконец, 4-й этап. Тут у нас была финализация нашей игры, чтобы проект был полностью играбельный и выглядел так, как задумывал его на первом этапе. Делал механику метания оружия, которую задумывал еще на первом этапе. Все происходило поэтапно. Сначала оружие просто можно было кидать, потом оно научилось возвращаться. После наносить урон при попадании. Это было самое сложное, но нужно было не сломать существующие механики. Конечно, я не придумал реализацию данной механики сам, хотя курсы дает неплохие знания по блюпринтам, но их не всегда достаточно, поэтому я нашел вот этот прекрасный видос, где человек объясняет, как делать топор из God of War. Также он прикрепил проект с данной механикой под видео, откуда я и копировал поэтапно механику в свой проект, в процессе изучая ее. Ссылка на это видео будет в описании, если тебе, конечно, интересно. И механика, которой я реально горжусь, это механика превращения в босса. Изначально в концепте она была, но я от нее отказался почти сразу. Во-первых, я просто думал, что не осилю. Во-вторых, я хотел сделать все красиво, чтобы персонаж превращался в настоящего гигачат-демона с крыльями, огнем, как Warcraft 3. Но модель под это я не нашел. А делать с нуля, ну давайте честно, мне было лень. В итоге я решил, а что если превращать персонажа не в крылатого демона, а в босса Инфернала? Так как это моя интерпретация истории, ничего не знаю, выглядит круто, значит надо делать. При этом это выглядит как сложный геймплейный фокус, но на деле механика собралась буквально за пару дней. И причина проста. На курсе была механика, садишься в машину и управляешь ей вместо персонажа. Мне оставалось только адаптировать эту систему и все. Меняем подход, не в машину садимся, а в Инфернала превращаемся. А логика та же. Отключаем управление персонажем и включаем управление другой сущностью. Но самое крутое — это первый плейтест. Я дал поиграть Вове, это куратор с курса, и у него вылез такой уморительный баг, что я не мог не вставить его в это видео. Я сражаюсь с ним, у меня уже 0 хп, я уже сейчас должен умереть. Я не знаю, я что-то начинаю кликать, все вообще кликать, и в какой-то момент он превращается в Инфернала, но там стоит еще босс. Чуваки, я их херачу, что очень странно. Я по ним нанес, не знаю, ударов 6, и они не умирали вообще ни в какую. Они откидываются, падают и так далее, но они не умирают. Начинаю просто тыкать левой кнопкой мыши, и в какой-то момент босс умирает. То есть как будто я босса все это время фигачил на самом деле. И когда я его зафигачил, мне показывается катсцена, и показывается вот эта штука, что на видео. А там, где на видео, я начал просто что-то кликать, и в какой-то момент, походу, убил всех этих стражников, и мне запустилась ростовая катсцена, как он вылазит снутри. То есть по катсценам прикольно сделано, но по игре как будто не до конца понятно, и не до конца все легко проходит, скажем так. Это был не все баг, а только тогда, когда он летал в idle позе, и немного монтажа, чтобы было понятно, о чем он говорит. Также одна из самых интересных и при этом сложных частей было создание персонажа. Именно в этот момент вышел Unreal Engine 5.6 с новой возможностью создания кастомного метахумана. Я сделал собственного персонажа с ригом лица. В игре он почти не пригодился, но это был крутой опыт. Если интересно, как я делал этого персонажа от и до, то пиши в комментариях, возможно, я сниму отдельное видео про это. Но реально самая жесткая часть проекта — это оптимизация. Даже после всех уроков и советов FPS все равно падал. И приходилось искать решения, смотреть дополнительные туториалы. Но именно в этом и суть. Ты учишься искать ответы и доводить проект до конца. Если что-то не работает, ищешь решение, подбираешь подход, экспериментируешь. И еще по мелочи, на этом этапе я добавил интерфейс, звуки, музыку, разные визуальные эффекты. Немножечко еще хочу рассказать про сам курс и его сообщество. Сам курс называется GameDev 3.0 от школы мастерская Исаев. И сразу, это не реклама, а просто мой личный опыт прохождения данного курса.
Хотя у этой школы и сложилась неоднозначная репутация. Но до того, как записаться на полный курс, я проходил у них несколько бесплатных ивентов. И честно, именно они во многом и сформировали доверие. На их мини-курсах сделал свой первый синематик в Unreal Engine, собрал небольшую мини-игру и даже попробовал motion design, сделав вот такую машинку в космосе. Каждый раз результат получался неплохой, особенно для бесплатных материалов. Это и убедило меня, что если так выглядит вводная часть, то на полноценном курсе я смогу реально прокачаться. Но также я видел и кучу негативных комментариев. Кто-то пишет, что их отчислили, кто-то жалуется, что потерял деньги или что возникли конфликты с преподавателями. В общем, репутация спорная, и в интернете это легко найти. Но лично у меня все прошло абсолютно нормально. Со мной никто не ругался, никто не пытался отчислить, просто занимался, выполнял задания и делал свою игру. И, честно говоря, курс мне реально зашел. Я получил то, что захотел. Структуру, дисциплину и понятный пайплайн, как доводить проект до финала. И главное, на курсе я сделал свой самый крупный полноценный проект на Unreal Engine. И я им искренне доволен. Это вот тот самый случай, когда ты открываешь свою игру, запускаешь и думаешь, вот это сделал реально я. Так что курс я рекомендую, но покупать или нет, это уже решайте сами. У каждого свой опыт, люди разные, ситуации разные, но мой личный опыт был положительным, и я просто делюсь им в этом ролике. За время курса я понял, что здесь очень важно держать темп. Курс сделан как интенсив, если перестал работать, можешь не успеть. Я видел много крутых проектов, которые так и не дошли до конца, ребята просто перегорали и переставали делать свою работу, свой проект, поэтому самое важное — это дисциплина. Даже если устал, лучше сделать немного, чем ничего. У курса есть отличный инструмент. Это Discord-сообщество, где можно задать любой вопрос и получить помощь. Я, если честно, туда почти не заходил. Привык решать все вопросы сам. Всем советую, если кто-то когда-то пойдет на данный курс, общайтесь в Discord-сообществе. Это важно. Там реально можно найти ответы и новых знакомых. И в заключение, проект, который я сделал на этом курсе, стал для меня большим шагом вперед. Он научил не просто пользоваться Unreal, а думать как разработчик, планировать, упрощать, искать баланс между идеей и реальностью. Если вы хотите сделать свою игру, пробуйте. Даже если не все получается с первого раза, с каждым шагом вы будете ближе к результату. Главное, не останавливайтесь, потому что именно в момент, когда кажется, что ничего не выходит, вы и становитесь лучше. Также хотел бы сказать спасибо всем тестерам, которые тестили игру, написали свои комментарии, сказали, где плохо, где хорошо, нашли какие-то баги. Всех тестеров, опять же, искал в своей телеграм-группе. Также, если хотите опробовать данную игру, сыграть в нее, я выложил ее на itch.io, ссылочка есть в описании, можете скачать, попробовать, там все еще есть баги, но версия играбельная, можно ее полностью пройти. Спасибо, что посмотрели данное видео, делитесь своими мыслями в комментариях, очень буду рад обратной связи. Спасибо.